Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. У меня в семье любят всевозможные блинчики с начинкой и без. Сегодня я приготовлю блинчики на крахмале, очень тонкие, с творожной начинкой. Эти блины еще называют налесники, а с польского налешник, то есть то, что льют в сковороду. Это жидкое тесто, хорошо льющееся. И вы увидите, что наше тесто очень жидкое. Для рецепта мы берем сахар, молоко, крахмал, яйца, начинку творог, ванильный сахар, соль, а масло и сметана у нас идут уже на готовые блинчики. Мы будем их смазывать. Берем миску и разбиваем сюда, готовим тесто, разбиваем сюда 5 яиц. Добавляем к яйцам ложку сахара, щепотку соли и перемешиваем хорошо. Должна получиться такая однородная масса, без тягучести. Добавляем сюда крахмал. И перемешиваем. Теперь в тесто добавляем молоко. И перемешиваем. Тесто получается вот жидким, то есть как обычное молоко. Вся фишка в том, что перед тем, как налить тесто на сковороду, обязательно его надо перемешать. Крахмал оседает на дно, поэтому я перемешиваю половником. Сковороду уже нагрела, смазала немножко растительным маслом, но это только один раз мы будем делать, после не добавляю уже масла. И наливаем тесто на сковороду. Желательно лишнее вылить, если края сковородки маленькие, то можно вылить. В принципе, вот, все. Поджариваем только с одной стороны. Готовятся блинчики очень быстро, буквально там минута, наверное. Так, подцепляем. Вот он легко сходит. И теперь белой стороной переворачиваем вниз. Вот так вот румяной стороной кверху. Выкладываем. Следующий блинчик. Перемешиваем тесто хорошо и выливаем блинчик. Блинчики готовы. Теперь можно делать начинку. До творога добавляем одно яйцо. Щепотку соли. Здесь у меня сахар, ванильный сахар, но ваниль натуральная. И сахар обычный. Сюда также можно добавлять и цедру лимона, апельсина, также цукаты, изюм. Но сначала надо все хорошо перемешать до однородной массы, чтобы было без комочков. Готовую начинку перекладываем в кондитерский мешочек. Продолжаем готовить блинчики. Теперь выдавливаем, тут делаем крупное отверстие, выдавливаем начинку на блинчик. Блинчики у нас тоненькие и узенькие получаются. И закручиваем рулетиком. Выкладываем блинчики в емкость. Это может быть прямоугольная или круглая, какую найдете. Первый ряд блинчиков смазываем сметаной. Выкладываем второй ряд. Второй слой блинчиков смазываем маслом сливочным или растопленным, или вот таким вот мягким. Выкладываем третий слой. Третий слой смазываем сметаной или маслом. Я буду смазывать маслом. Сметаной уже буду в прикуску есть. Ставим блинчики запекаться в разогретую до 200-210 градусов духовку на 15 минут. Налесники готовы.
пылу с жару подаем их к столу со сметаной. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!